А, все-таки я тебя поймал. Чан-чан. Все-таки я тебя поймал, а? Перу манше перфекто. Так, у нас первая клевка, удочка в банде. Закон подлости. Знаете, закон подлости — это когда у тебя закончилась батарейка и тебя клюет до рыбы. Ровно через день мы возвращаемся на это место. Вчера утром мы здесь ловили, была слабенькая активность, 3 рыбки небольших. Сейчас вечером, в воскресенье, возвращаемся на это место. Есть небольшой промежуток времени до заката. И вот Ислас Медас слева, ветерок боковой и желание провести у моря несколько часов. Воскресенье есть возможность порыбачить до захода солнца, ну и после захода немножко, поэтому воспользуемся выходным днем. Сегодня ловим на 2 удочки, не на 3, как вчера, потому что вчера меня предупредили. Я таки доигрался. Я доигрался с ловли на 3 удочки. Ко мне подошли работники, ну типа лесников наших, да. Вот, только, ну, понятно, только испанские. Вот, форесталы в униформе, все, подошли. Я их увидел издалека, не стал подбегать, там обрезать лески, как мне советовали некоторые. Ну, думаю, блин, ну фиг с ним, все. Покаюсь. На колени, конечно, не бросился, но сказал: ребят, я не прав, осознал вину, все, последний раз, никогда. Ну, они мне сказали, что это легкое нарушение, в принципе, штрафовать меня как бы не будут, и простили. Так что судьбу мы испытывать не будем, будем ловить на 2 удочки, как положено по закону, и посмотрим, что у нас сегодня получится. Вот, я готовлю сразу 2 удилища, чтобы сразу их забросить одно за другим. Так, сегодня есть небольшая волна, небольшой ветер, я поставлю грузило, наверное, 120, но шарик. Шарик, как правило, держит немножко поплотнее и не сносит. Смотрел, там ребята ловят с утра весь день. Я у них спросил, как рыбалка, так толком и не понял, что они мне ответили. Типа борются с волнами, борются с погодой. Ну ладно. Я так понял, ничего не поймали. Полагаю, одну удочку на юбарейро. Посмотреть активность. Он такой более привлекающий по запаху. Поэтому посмотрим, если рыба рядом есть, то она подойдет быстрее к юбарейро, чем к тите. Тита лучше, она на проходе рыбы. Вчера вечером я тоже вполз, подъехал на пару часов и только забросил удилище. Было несколько поклевок, вытащил пару рыбок. Вот я ее уже вижу, да, совсем небольшая. Совсем небольшая. Ну, скажем так, червя жалко. Это какой-то пажель или пагра небольшой. Да, совсем маленькая. Опять маленькая. Опять пожили. Так, это было на... на юбарейро. Вчера было пару поклевок таких. То есть сбивала полностью наживку и ничего не попадалось, не подсекалось. Причем так, съедала достаточно основательно. Там титу, например, небольшую. Вообще по таблице приливов-отливов активность показывала с 3 до 6. Ну вот, а по вингуру показывала позже, то есть в районе 5. Вот, как раз сейчас в районе 5 часов я на месте. Не могу себе отказывать, постоянно смотреть на удочку. Ну, действительно, на нее надо смотреть постоянно, потому что можно пропустить поклевку. Хотя ту рыбу, которую мы ловим, она и подсекается сама, как и дорадо, так и пажель. Тут лучше позже, чем раньше. Так, забрасываем вторую с титой. Вот прям напротив нашего места. Далеко ходить не будем.
Будь здоров. Не чихай, не кашляй. Так, у нас первая обклевка. Удочка в банде. Так, что-то есть. Так, сопротивляется там. Да, сопротивляется. Так, он уводит нас в сторону немножко. Пойдем за ним. Вот она уже, где-то близко. Хорошая дорога. Хорошая дорога. Есть ты, моя красавица. Ай, ты моя хорошая. Ой, ты моя такая. Ай, все-таки я тебя поймал. Чан-чан. Чан-чан. Вот она. На Юбареру. Ой, ты моя хорошая. Сопротивлялочка ты моя такая. Какая красивая дорада. Грамм 800-900. Так, отлично. Так, она заглотила прилично. Хочу ее цепить. Не получается. Так, ну не зря я. Все-таки я сделал это. Многие дни подряд. Вперед, назад. Ища эту дораду. Так. Вот она, красавица. Так, ну что, у нас по чинам. Первая дорадка килограммовая. Я думаю, да, килограмм там есть. Даже крючок острый остался. Поэтому будем опять брать Юбареру и на него забрасывать. Pescatore! Bien. Mira, una dorada de 1 kilo. Dorada? Sí. Oh. Per un sí, perfecto. Uf, para dos, ¿eh? No sé, depende qué hambre tienes. Gracias. Пришли нас, смотрели, поздравили. Давай. Так, ну что, мы идем ее перебрасывать. И
в надежде на повторение. Приятно, когда люди искренне радуются за тебя. Подходят, поздравляют. Прикольно, особенно французы. Они такие искренние. Хотя есть мнение, что французы, они такие чопорные. Нет, все люди разные. Хорошая погода такая. По-испански называется борраско. Солнце за такой дымкой находится. Влажность высокая. Ну все, надо будет запомнить этот момент. Сегодня, кстати, я не вижу сетей. Это, конечно, радует. Потому что позавчера с утра, да, были сети. Это, конечно, было очень неприятно. Рыбалка могла быть лучше, гораздо лучше, но когда расцвело, я увидел здесь сети прямо перед этим местом, где я расположился. И как раз с утра их начали вытягивать. Сначала вытянула одна лодка, потом приехала другая лодка, другие. То есть два ряда сетей стояли одни за другими. Они перекрыли проход рыбы, и это чудо, что еще 3 штуки удалось поймать. Вот такая у нас история на Коста-Браво с этими сетями. С этими рыбаками. Не знаю, как у вас, там, где вы живете, но у нас это просто горе. Горе-горюшка. И мало того, профессионалам не разрешают ловить в субботу-воскресенье, так они в пятницу кидают вечером сети. Они стоят в субботу-воскресенье, типа они не ловят. Вот. И потом в понедельник забирают. Кстати, кусочек ябарера был небольшой, даже меньше, чем этот. Так у меня получилось просто его обрезать сейчас. Вот. А предыдущий был чуть поменьше. Он еле закрывал крючок. Поэтому дело не в количестве и не в величине наживки, а в ее качестве. Да? Важно представить рыбе наживку таким образом, чтобы она внушила ей доверие. Почему порвалась? Почему порвалась, непонятно. Я не снял тормоз. Что случилось? Или леска попала? Ай, сам виноват. Что-то пошло не так. Так, я меняю бобину сразу, чтобы не терять время. Где-то я невнимательный был, непонятно. То ли леска попала под катушку, и получилась петля, то ли я просто не снял тормоз. Блин. Вот так, в эйфории делаются ошибки. Ну ладно, жалко только времени потерянного. Ничего страшного. Так, очередной заброс. Ну, теперь все нормально. Вот наша первая дорада. Первая дорада такого приличного качества. Мы уже несколько поймали за последнюю неделю, но вот это такого хорошего размера. Ждем еще. Может быть, еще клюнет на закате.
Все. Товарищ собрал свои удочки. Очень быстро, так же, как он их и разложил. И уходит домой. Насколько я понимаю, так ничего и не поймав. Ну, это рыбалка. Сегодня он не поймал, я поймал. Завтра он поймает, и я останусь без улова. Но оба уходим с хорошим чувством отдыха, расслабления, проведенного на рыбалке, проведенного в море. Viento de terra pesca la mierda, как говорят испанцы, каталонцы. Вот ветер немножко успокоился, буквально считанные минуты, и море стало спокойным. Я прекрасно понимаю, что рыбалка закончилась, но такая красотень, что просто уходить отсюда неохота. Но вот эти полчаса, они тоже интересные. Дождик крапает. Решил я все-таки забросить еще раз. Вытащил одну удочку, там червяк был на месте. Вытащил вторую, был поеден. Дождик вроде перестал, поэтому все-таки воспользуюсь я последними лучами солнца и попробую использовать эту возможность. Раз я уже здесь, то грех пользоваться. Так как у нас ветер попутный, я заброшу из-за головы. Хорошо, сейчас одна удочка улетела. Далеко. Поэтому это тоже так зафинтюлю. Очень далеко. Пошла, хорошая ты моя. Давай. Вот так. Туда, куда доктор прописал. Ven aquí. Todos sus posados. Ага. Cua. Foto. Seu. Muy bien. Какой закон подлости? Знаете? Это закон подлости, это когда у тебя закончилась батарейка на телефоне, на камере, и тебя клюет дорога. Еще одна. Вторая за день. И вот она, красавица. Да. Хорошая. Ой, она как за губу. Еле-еле, смотрите. Она еле-еле зацепилась за губу. Нам повезло, что мы ее вытащили, что она не оторвалась. Но она, в общем-то, крепко держится, но она за самый кончик. Она хорошо очень потянула. Очень хорошо потянула. Прямо видно была протяжка. Крючок остался, кстати, остреньким, потому что прям за губу. Вот такой закат у нас. И вот такая рыбка у нас. Так, ну давайте мы их сравним. Давайте мы сравним одну и вторую. Угу. Да. Ну вот они. Красавицы. Достаточно похожи. Чуть-чуть меньше вторая, да. Вот она. Прыгает, бедняжка. Как говорит в Молдавии, сарачка. Ну это уже такие пепины хорошие. Вот, это уже хорошая рыбалка. Спаси Христос, Господи. У нас сегодня 2 дорадки. Здесь в Листартите мы все-таки добились этого с вами. Вот, пора домой, стемнело, все, активность прекратилась. Какая-то мелкая рыба потрошит немножко червя, наживку. Но дорада сделала 2 прохода, и я не думаю, что до утра она вернется. Вот, поэтому я собираю удочки, еду домой, рыбалка закончилась. Вот, всего хорошего. До встречи в эфире. Ну, кстати, клюет, ну, мелочь какая-то подергивает.